Здравствуйте, друзья! В этом видео мы рассмотрим, что такое тиковый объем рынка Форекс и как его использовать для улучшения торговли. Объем – это мера того, сколько данного финансового актива было куплено или продано за определенный промежуток времени. Иными словами, представляет количество единиц, которые переходят из рук в руки для акций или фьючерсных контрактов в течение определенного периода времени. В отличие от торговли фьючерсами, одной из проблем торговли на рынке Форекс является его непрозрачная и фрагментированная природа, при которой нет биржи или центрального объекта, способствующего прозрачному представлению объема. Круглосуточная торговая деятельность банков, финансовых институтов, хедж-фондов, индивидуальных трейдеров невероятно затрудняет процесс отслеживания агрегированного объема в реальном времени, поступающего через книги заказов брокеров. Из-за этого многие трейдеры ошибочно считают, что объемная активность на рынке Форекс недоступна. Что если бы вы могли получить индикатор без отставания, который позволял бы вам принимать более обоснованные решения как трейдер? Вот где в игру вступает тиковый объем, который измеряет количество раз, когда цена поднимается и опускается. Это очень мощный инструмент, но часто упускается из виду. Знаете ли вы, что активность тикового объема и фактический объем торгов на спот-форексе демонстрируют чрезвычайно высокую взаимосвязь? Все, что нужно, это научиться правильно интерпретировать эти объемные модели. Во-первых, давайте кратко рассмотрим, почему объем является мощным куском информации. Ответ заключается во влиянии, которое он оказывает на изменение цен, и аналогично, потому что сообщает о привлечении больших или умных денег и говорит нам о степени приверженности большинства к покупкам или продажам. Объем является топливом, чтобы вызвать новые циклы движения рынка. Давайте теперь вернемся к эмпирическому доказательству того, почему тиковый объем имеет значение. После тщательного изучения тикового объема, я пришел к выводу о существовании поразительно высокого уровня точности между тиковой активностью и фактическим торговым объемом, что подтвердило важность данных о тиках и, следовательно, их актуальность. Перед вами фрагмент корреляции из моих исследований, который показывает тесную связь между обновлениями цен и реальным объемом. Как вы можете заметить, мы говорим о корреляции плюс 90%. Поэтому мы можем с уверенностью сделать вывод, что анализ активности тикового объема дает реальное представление о фактическом объеме торгов на рынке Форекс. В следующих уроках мы более подробно остановимся на анализе объемного распространения. Однако, чтобы уже сейчас вы могли протестировать на практике мои исследования, в данном видео я остановлюсь на фигурах объема, которые я опознал как сигнальные паттерны. Один важный аспект, который необходимо уточнить, это всегда понимать условия, в которых вы торгуете. Только при совокупности недавних движений цен и эволюции их объема мы сможем читать историю, разворачивая бар за баром. Искусство чтения рынка состоит в том, чтобы принимать целостный и прагматичный общий взгляд, отходя от чтения отдельных тактов. Первый шаблон, который мы рассмотрим, это ложный пробой. Если вы наблюдаете, как цена движется к ключевому уровню, и при этом наблюдается уменьшение тикового объема, мы, вероятно, окажемся в контексте отказа от этого уровня. Низкий объем вызван тем, что профессиональные деньги не участвуют в пробое уровня. Давайте теперь посмотрим на движение, в котором участвуют крупные игроки, и поэтому следует ожидать продолжения направленного движения. Я называю это умным давлением. Если цена движется к уровню, или уровень пробивается на фоне более высокого, или увеличивающегося объема, чаще всего это говорит о том, что давление поддерживается большими деньгами. Когда это произойдет, и уровень будет пробит, ожидается продолжение развивающейся тенденции. Пришло время углубиться в отдельные свечные паттерны, которые могут появляться на этих уровнях. Это должно послужить еще одним бесценным кусочком головоломки для принятия обоснованного торгового решения. Эти свечные образования предоставляют множество подсказок, подтверждающих тезис о конкретном направлении. Вы должны удостовериться, что эти свечи сформированы на правильных уровнях с достаточным пространством для перехода к следующим логическим целям. И помните, что формирование свечей – неотделимая часть анализа. Если в ключевой момент принятия решения, как на иллюстрации, мы обнаруживаем объем, который выделяется над остальными, со значительным хвостом свечи, по крайней мере, в 1/2 размера свечи, это то, что известно как поглощающая свеча. Пришло огромное давление со стороны продавцов, но заказы на покупку оказались подавляющими. Считаете ли вы, что после этого продавцы снова будут участвовать? Или они проведут переоценку на следующем лучшем уровне? Если вы видите поглотительную свечу, за которой следует последовательное истощение, как в примере, то это почти совершенство. Еще одна свечная формация, которая передает аналогичное сообщение, это свеча с остановочным объемом. Это движение, которое несет большой объем, но на этот раз размер свечи гораздо более сжат. В идеале, закрытие в пользу вашего предпочтительного направления торговли, но это не обязательно.
На иллюстрации относительно небольшая бычья свеча в сравнительно большем объеме, когда цена возвращается к уровню сопротивления. Если подумать, то свеча небольшого размера при таком большом объеме может быть возможной только в том случае, если продавцы проявляют большой интерес к поглощению любого спроса. Когда возникает такая модель, она имеет тенденцию останавливать цену для потенциального разворота. Другой тип ценообразования – это свеча на реальные деньги. Ее уникальная особенность включает в себя большую свечу, сопровождаемую раздувающимся объемом. Эта формация имеет очень небольшое поглощение, поэтому она сама сообщает, что дисбаланс спроса-предложения намного превысил противоположную сторону. Когда появляются эти свечи, следует ожидать ограниченного продолжения движения. Они могут быть созданы только при участии сообщества интеллектуальных денег, банки, учреждения, хедж-фонды и так далее. Если есть достаточно места до следующей целевой области, это формирование свечи имеет тенденцию двигаться дальше с небольшим откатом, когда розничные трейдеры начинают входить. Тем не менее, из-за чрезмерно расширенных условий, движение обычно восстанавливается, и именно здесь свинг-трейдеры и умные деньги будут искать возможность возобновления сделки. Обратите внимание на торгуемый контекст. На то, как бычья свеча на реальных деньгах терпит неудачу, когда она торгуется в качестве ключевого сопротивления на пути вниз. Следующий тип формирования в списке – свеча истощения. Если цена пытается пробить ключевой уровень на фоне незначительных объемов, шансы на то, что область будет нарушена, весьма невелики. Как понятно из названия, продавцы в данном примере просто исчерпывают себя. В результате покупатели надавят и попытаются наставить пломбы в следующих оптимальных точках равновесия. На приведенном графике я объединил несколько свечей истощения как часть ложного пробоя, которая в то же время происходит в более широком контексте торговли, в начале движения свечи на большие деньги. Теперь ваша очередь определить и задать себе следующий логический вопрос. Как бы вы использовали тиковые объемы для поиска ключевых точек входа в рынок с низким уровнем риска? Наконец, потратьте время на размышления о том, может ли изучение объема помочь вам в процессе принятия правильных торговых решений. На этом пока все. Не забываем о обратной связи. Это ключевой фактор выхода следующего видео. Всем спасибо за внимание.